Здесь вы найдете все, что вы ищете, наверное, в своей жизни. Мне плакать хочется, я не хочу лететь. Там холодно. В Египте красиво везде. Вот куда ни пойди, здесь везде красиво. Вот везде. Снимай только эту, а я нырну и проплыву. Давай, Ладно? давай, давай. Давай. Я приехала сюда 3 октября и уже почти год здесь. Это я в Египет влюбилась. Влюбилась? Влюбилась. За что? Это очень много есть о чем рассказать, за что я влюбилась в Египет. Расскажите. Это страна-сказка, действительно. До этого я была в Египте, но я никогда не была в Хургаде, я была больше в Шарм-эль-Шейх. Сюда я приехала уже с целью, наверное, остановиться здесь, пожить как резидент. Я приехала с небольшими деньгами, но, тем не менее, я купила здесь студию. Да это очень доступная страна, в принципе, для покупки здесь недвижимости. Я ее сама сделала все в своем вкусе, и сейчас это мой рай. Ремонт сами делали? Да, сделала сама. С друзьями из Египта, которые мне очень помогали, очень. Как настроение? Сегодня вы в 7 часов улетаете. Как настроение? Не хочу летать. Да? Не хочу. Ну вы в январе вернетесь, сделаете Да. свои дела, да? Я свои дела там сделаю, говорю, документы надо мне делать и все. И я сюда. Сюда, И да? я сюда. И я Тянет сюда. Египет? Вообще Египет тянет? Очень. Тянет, я не да? хочу лететь. Если б ты Серьезно, знала. да? Если бы ты знала. Серьезно? Я вчера... Вы сегодня какая-то грустная. Но мне плакать хочется. Я не хочу Плачьте. лететь. Я вас понимаю. Там холодно. Ну, не то, что холодно, но уже курточка, уже Мерзко, брючки, мерзко, да. уже тут дождь льет. Не, мне, Да. а здесь жить хочется. Я хочу здесь быть. Я, наверное, вот говорю, приеду сюда и я, наверное, останусь. Когда началась война, мой друг сказал: зачем ты будешь рисковать сидеть там? Приезжай в Египет, здесь всегда тепло, здесь тебе не надо много одежды, не надо много продуктов, ничего не надо. Здесь дешевое жилье, чтобы его арендовать. Ну, я, в принципе, с дочкой подумала, а почему бы и нет? Поедем, съездим хотя бы месяца на 2, поживем, посмотрим, насколько эта страна приемлема для жизни. И мы приехали. И ваши первые ощущения? Мои первые ощущения, я приехала ночью. Когда мы ехали это Хургада, наверное, с аэропорта, вот это была сказка. Мои впечатления, это была сказка. До этого я арендовала через интернет квартиру, то есть знала, куда я поеду жить. Это было на Эль-Ахья. Это был первый район, в котором я начала жить. После этого мы сняли квартиру на Шератон. Это была тоже сказка, но другая. Пора уезжать, хочется домой. Конечно, наверное, я буду покидать и подниматься по трапу на самолет, я буду плакать, но домой все-таки хочется. Я съезжу и вернусь. И вернусь в эту страну, потому что это стала моя вторая родина. Египет стал второй родиной для многих женщин. И главной причиной является то, что эта страна дарит представительницам слабого пола вторую молодость. А с ней приходит вдохновение, энергия и привлекательность. Море, солнце, прекрасный климат и свежие овощи и фрукты делают свое дело. Однажды приехавши, вы можете здесь остаться жить навсегда. А еще здесь можно играться, как в детстве. Шарк! А ты снимай только эту, а я нырну и проплыву. Давай, Ладно? давай, давай. Много снимаю видео с моими друзьями. Они меня водят в разные места, показывают самые лучшие места, историю этих мест, что здесь происходило. Там фильм снимался. Это самое старое кафе. Они мне очень много рассказывают, мои друзья. За что им очень... Друзья египтяне, да? Друзья египтяне. Они на каком языке говорят?
У меня несколько друзей, некоторые говорят на русском, некоторые на английском, некоторые я знаю что-то на арабском, хотя арабский это не египетский, ну что-то мы понимаем друг друга. В общем-то, общаемся на 3 языках. Но главное, что мы понимаем друг друга. Да, шикарно. А то есть вы за год жизни в Египте полюбили египтян, я правильно понимаю? Во-первых, я приехала сюда благодаря египтянину. И потом у меня так складывалась жизнь, они мне помогали покупать мою недвижимость, они мне помогали ремонтировать, они мне помогали покупать мебель, все, потому что сюда приехала с одним рюкзаком, у меня не было ничего. Друг был с машиной, и мы ездили по всей Хургаде, я покупала все, что мне надо с ним. За что? И за это он брал, ну, не знаю, это копейки, он не брал. Я его благодарила, давая ему на бензин. Это все. А еще в Египте вы сможете приготовить яичницу в песке. Здесь будет хорошо вашим детям и внукам. А также есть большая вероятность встретить своего человека и влюбиться. Египет для нас хорошая страна, Хургада отличный город. А солнце и море – это приятный бонус. Приезжайте в Хургаду. А еще в Египте много романтики и много женихов. Виктория, я тебе уже жениха нашла готового. Исмакеш? Абдалла. Абдалла. Его зовут Абдалла, и он сразу готов на Виктории жениться. Я ему сказала, что она еще не готова, а он говорит, а я уже готов. И будешь, если ты на нем поженишься, да, выйдешь за него замуж, будешь вот эти сладости есть всю свою жизнь, с утра до вечера. Посмотри, какие сладости. Абдалла продавец халявы. Да, халява, да, халява. Запах Египта, он особенный. Особенный, сладкий такой, правда? Я сделала пост, чем пахнет Египет. Были разные мнения, но то, что мне стало больше близко, это кофе, это специи, это аромамасла, это вот какой-то сладкий, такой вот вкусный запах Египта. Да, сладкий вкус, действительно. У вас есть такое ощущение, что Египет дарит вторую молодость женщине? Это не ощущение, это правда. В свои 50 лет я сейчас переживаю, наверное, больше эмоций, да, чем я в 20 лет переживала. Это разные какие-то периоды жизни, когда ты учишься, это одно, когда дети, это второе, когда встречи там с мужчиной, это третье. А здесь, я не знаю даже, что мне здесь дарит радость. Все дарит, все. Вы поэтому мне и понравились, что вы такая, знаете, я очень люблю таких искренних, настоящих женщин, ну вот, которые транслируют как вот от души, не транслируют там, включая интеллект, а вот душой, которые говорят душой. Это видно. Да. Нравится. Да? Черный хлеб покупаем, так он темный. Но я его с медом кушаю. Есть мед. С медом. Шикарно. Кофе утром сделаешь. То есть у вас завтра кофе был и что еще? Ну, вот это творог, иногда яичко пожарю и овощи. Бывает, купим это гомли мороженые, только потушишь их, водички, Овощи. чуть-чуть масла кинешь, Да, перчику, соли. Соли. Все, яичко поевши, ничего не надо больше. Тут легко жить, правда? Очень вкусно. И легко. И легко. Не ты вес набираешь. Я, по-моему, даже 3 килограмма скинула. Я Мне весила кажется, в каком-то магазине. Мне кажется, скинула. Я в каком-то магазине весила 67 вешаю. А было 70 приехала. Молодец, молодец. Грудь такая, ну вы вообще. Нормально. Секс-бомба, секс-бомба. Шикарная. Нет, тут на тебя смотрят, правда смотрят. Я не скажу, что нет. Но мне это не интересно. Египтяне внимательные. Внимательнее смотрят, улыбаются все время. Пускай они там, может, и плохо, и не имеют что-то, и хуже кушают, но веселые всегда. Ну, наверное, если бы мне здесь не было комфортно, я могла легко уехать в Европу, где нас принимают, кормят, дают жилье, дают 5 евро на жизнь, все, что хочешь. Но нет.
Я приехала в Египет на 2 месяца, а потом думаю, может быть, поеду в Европу. Но нет, Да, нет, да. никакая Европа, ничего не сравнится вот с этой красотой Египта. Скажите, И правда? насколько здесь добрые люди, они отзывчивые, они помогают. Вот, не знаю, они мне уже вот просто пишут, что вам помочь. Говорю, что помочь, они мне помогают. На улице, что помочь. Я приехала, я многое чего не знала. У меня потекла вода в этой студии, мне надо было ее как-то перекрыть. Я бежала, что мне делать. Не нашли этот ключ, пришел мужчина, мне это все перекрыл. Еще кран ушел. Очень отзывчивые люди, очень. Да. Действительно. Я ничего плохого сказать не могу. Да. Ничего плохого не могу сказать. А как еще есть? Между всякой нацией, всяких людей. Да. И как и в Египте, как у нас, как в Англии, как в Литве, как везде есть. Да. Но меня сводят с хорошими людьми. Да. Здесь очень много хороших. Ну, и я неплохо ни к чему не отношусь. Пускай человек будет черный, белый, как я говорю, любой он там цвет кожи, но чтобы он человеком был бы. Все. Больше ничего это не требуется. Я влюбилась. Это моя вторая родина. Я рекомендую, что здесь можно купить недвижимость. Мало где, в какой стране, в частности в Украине, нельзя купить недвижимость, потому что там земля не продается. Здесь можно купить. В Хургаде, в частности, это легко. Пишешь все документы, и ты владелец. И круглый год лето, это свои плюсы. В Египте красиво везде. Вот куда ни пойди, здесь везде красиво. Вот везде. Супер. Я люблю здесь везде ходить. Еще большим плюсом Египта стало то, что я похудела здесь на 15 килограмм. Я мечтала об этом много лет, похудеть, но никак это, живя в семье, это, наверное, невозможно. Приехав сюда, море, танцы, пешие прогулки, массажи, фрукты круглый год. Это все дает свои плюсы, в результате которых я похудела на 15 килограмм, чему несказанно рада. Приеду домой, муж меня, наверное, не узнает. Много тут наших людей встречали? Очень. Есть много. Много, На пляже много. Да? Посмотришь. Есть египтяне, загорают семьями, отдыхают. А наших тоже много есть. Есть очень много. Я на Шератон-Бич все езжу. На Шератоне, да? Мне там нравится. Но там не так нету. Не люблю вот эту гущу людей. Да. Там вот, этих шезлонгов, наверное, ряда 3 или 4, не больше. Да? Не успели мы снять, в следующий раз с вами пойду, как-нибудь, когда приедете уже. Как приедем. И там очень хорошо. Я займу там вот так в конце. И я уже этот весь берег обсмотревший, где лучше. И берег хороший, песок. Ну, шикарно. Шикарно. Залез. Идешь, посюда залез. В воде мокнешь. Говорю, моим костям здесь, с моим артритом, с моими болезнями, вы мне здесь чувствуете, что вам- ничего не болит. Вы чувствуете, что вам легче? Ну, вот Мне как? намного легче. Мне Да? здесь ничего не болит. Я только сюда заехал, мне хорошо. Да вы что? Вот там приеду, как моя подруга говорит, вида, оттуда звонит и говорит, вида, дождь идет, гром, холодно, сидит в джемпере этом, с капюшоном, и уже говорит, в брюки, там кофта какая, и говорит, ты уже с самолета, как выйдешь, пей таблетки. Пей таблетки, бо тебе твоим ножкам будет капец. Ну, а здесь мне не капец, мне здесь очень нравится. Мне здесь даже давления нету. О! Там я давление, пью таблетки. Да. Не подходит мне там погода, вот в чем дело. Погода сырая, здесь жаркая, но сухая. Моим костям еще вот эта соль, море лечит меня. Это соль. Ногам. Ничего мне не болит. Бегаю как 16 лет. Ну вы у вас такая энергетика, как девочка. Как девочка? Так я же говорю, вот была в Турции, ты там у врачей, то когда делали обследование всего организма, там сердце, кровяные сосуды, все, то они мне сказали, что сердце как у 20-летней.
Ну, видишь? Ну, я говорю доктору, поменяй меня, буду как 20 лет еще, чтобы я выглядела. Да. Не-не-не, вы шикарно выглядите. Ну, такая, какая есть, все. Ну, Белая, седая, и все. это такое. Белая, седая. Не было я никогда белой. Вот я темной была, как и ты. Ага. Ну вот, потом смотришь, то там прядь, то там. Чем дальше, тем больше. И вообще, из 20 лет. Было только такие пряди, потом пошло и поехало. Дорогие женщины, что бы я хотела вам посоветовать? Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, значит, это не ваша жизнь. Надо что-то менять. Приезжайте в Египет, в Хургаду. Здесь вы найдете все, что вы ищете, наверное, в своей жизни. Любовь, море, отношения, еду. Ну, я не знаю, что вы хотите. Главное, не бойтесь, приезжайте, коммуницируйте, показывайте себя, не стесняйтесь, показывайте такой, какая вы есть. Вы красивая в любом своем, полная, худая, высокая, низкая, любая. Вы красивая, любая. Приезжайте сюда, вы найдете здесь свою любовь по-любому. Вы найдете здесь все. Приезжайте. Вот я сейчас нахожусь на улице Шаратон, пойду пройдусь, куплю себе немного чего-нибудь интересного. В частности, куплю сувениры, потому что я скоро улетаю домой, и мне надо своим родственникам, близким, друзьям что-нибудь приобрести эдакое, необычное, с Египта, красивое. Всех обнимаю и до скорой встречи. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!